Доброй ночи еще раз. Сегодня я с вами хочу поговорить о таком явлении, как приворот. Настолько часто мы слышим это слово «приворожу», «отворожу», «переворожу» и так далее и тому подобное. И так легко и просто это описывается, словно, знаете, это сесть, там, чиркать семечки. Можно подумать, что приворожить можно любого, всякого за 5 минут, за 2 дня, за 3 дня. Иногда на сайтах встречается результат за 2 дня, результат тот же день. Это такая чушь несусветная просто. Объясню почему. Как происходит приворот. Приворот происходит точно так же, как любой другой ритуал. Обращение к силам, к тем силам, с которыми работает человек, с которым работает колдун, там, видимо, практик иной какой-то, но, в принципе, иных практиков-то я не понимаю. Вот колдовство, да? Как это начинается? Человек приносит то, что просишь, там, рубашку, фотографии, смотря для чего, что нужно делать. Практик обращается к этим силам определенными словами, там, готовит алтарь, или не готовит, или там обращается к стихиям природы, либо идет на кладбище, везде по-разному и по-своему. Откупается в конце и ждем. Направляется эта сила в жизнь того человека, который должен быть приворожен. Вообще мы должны объяснить человеку, что приворот нужно подделать постоянно. Лет через 7, 13. Если между людьми есть какое-то чувство, просто можно это чувство усилить. Можно этих людей сблизить. Можно убрать у мужчины, например, трусость, страх, нерешимость. Тогда, в принципе, все нормально получается в жизни. Если у людей есть чувства, но есть какие-то мешающие факторы. Если у людей нет чувств, если человек вас не любит, вообще знать не хочет, и тут надо его притащить, то тогда происходит такая вещь, как зомбирование. Внушается человеку, что именно ты нужна ему, что без тебя он жить не может. Перекрывается его вот эта дорога, по которой поступает к ней энергия, к нему энергия, и подключается к твоему, к этому сильной энергии. И этот человек подпитывается тобой энергией. То есть, иногда привороженный мужчина говорит жене так. Головой я понимаю, что мне туда не нужно, но ноги несут туда. Сами по себе. Подходит момент, он начинает скандалить дома, он начинает метаться по дому, он ищет любую причину, предлог, чтобы уйти к ней. Как наркотик, понимаете? До такой степени сильная вещь. Если приворот делается через более такие сильные зловещие ритуалы, есть ритуалы в воду, есть русского чернокнижья и так далее и тому подобное, тогда пиши пропало. Тогда этого человека вытягивать с годами, иногда устают женщины и отпускают, пусть идет. Но привороженный мужчина, во-первых, психически становится неустойчив. У него начинаются серьезные проблемы с психикой. Он может быть вспыльчив ни с того ни с сего. И я еще раз объясняю, если между людьми нет чувств. Если нет чувств, если человек не имеет морального права этого мужчину к себе притащить, приманить. Но она решила, оплюнула на все законы и любыми способами, любой ценой хочет его заполучить. Если нет чувств. Он начинает безумно ревновать ее, он начинает проверять ее смски, сумку, он может топором за ней гоняться, но уходить он никуда не уйдет. Они будут годами друг друга съедать, но друг друга не отпустят. И в итоге получается такой, знаете, психбольной человек, лишенный денег, потому что приворот бьет и по карману. Это, по сути, порча. Потому что отправляются в жизнь человека бесы. Они начинают его крутить, вертеть, закрывают, перекрывают все дороги, отворачивают от родителей, от друзей, от знакомых, от его круга общения, от всех отрезают и приводят к тебе. Это раз. Приворот, который творится
То есть на человеке, который к вам ничего не испытывает. Я надеюсь, вы меня поняли, о чем я говорю. Следующее. Есть такой аспект. Некоторые товарищи, называющие себя практиками, да, обещают приворожить любого всякого, хоть соседа Васю, который тебя ни разу не видел, или там еще кого-нибудь. Так не бывает. Приворожить возможно только того мужчину, с которым у вас была интимная связь. Если с мужчиной не было интимной связи, может получиться только привязка. То есть привязать, либо позвать, притащить к себе. Не более того. Для того, чтобы приворожить мужчину, у вас должны быть интимные отношения. Ну, хотя бы, не обязательно, чтобы регулярная у вас связь была или долголетняя. Достаточно просто одной встречи, скажем так. И тогда этого мужчину можно легко приворожить. Но еще раз хочу вам сказать, дорогие женщины, знаете что? Мужчина, который вас не любит, не достоин таких жертв, таких денежных затрат, таких затрат нервных, моральных, для того, чтобы его притащить к себе любой ценой. Когда вы его притащите к себе, потом вы сами в нем разочаруетесь. Вы просто поймете, что вам это не совсем было нужно. Только избавить вас от него уже не каждый может обратно. К тому же учтите, что вы играете судьбой другого человека, который к вам ничего не испытывает, но вы хотите заполучить его вот во что бы то ни стало. Не будем говорить о расплате. Расплаты никакой не следует, если правильно все сделать. Единственное, что бывает, что ломается жизнь, судьба человека. Ну и ваша к тому же тоже. Кроме того, есть еще один аспект. Во-первых, приворот ложится долго. Иногда он может получиться через месяц, иногда и полгода придется потрудиться, и еле-еле там что-то получается. Иногда вовсе не получается, такое тоже бывает. Не часто, но есть и такой вариант. Если высший разум не хочет, если высший разум сопротивляется, то хоть об стену бейся, оно не получится и все. Но есть такой аспект. Привороженный мужчина, он, знаете, как бы вам сказать, стирается полностью его судьба и пишется заново. Вот какой вы хотите, так и планируете, так и как бы вы сами устраиваете судьбу этого человека. И теперь этот человек полностью просто зависит от вас. И вы не сможете больше никуда от этого человека деться. Вы его приручили, вы его притаскали к себе. Все, остается он с вами на всю жизнь. Разлюбили вы его, не хотите вы, это уже никого не интересует. Все, он питается вашей энергией, он только с вами может быть. А если вы хотите уйти, он может вас и убить, и зарубить, и все что угодно, но не уйти. Кроме того, учтите, что очень часто бывает, что приворожив мужчину, вот ваша любовь к нему, вот эта бесконечная страсть, любовь, заканчивается, она переходит на него. И он вот точно так же начинает любить вас, но уже вы его не любите. Понимаете? Вот вы его привели в свою жизнь, но вы его не любите больше, вы разлюбили. Того человека, которого вы хотели привести в свою жизнь, его уже нет. Вы уже привели совсем другого человека. Человек, который будет безумно ревновать, человек, который пропадает всякое уважение, всякая самостоятельность, человек, который больше не может заработать денег, потому что у него денежные вот эти вот дороги закрылись. И в итоге вы остаетесь вообще с пустой личностью, которая наполнена непонятно чем, кем, а уж тем более, если вы будете ходить по этим бабкам, которые ничего не умеют, одна одно сделает, вторая другое сделает, и в конце концов вы просто-напросто его можете загубить и довести до сумасшедшего дома или до могилы. Поэтому задумайтесь много раз. Если между вами есть чувство, и вам кто-то мешает, не дает быть вместе, тут не обязательно делать приворот. Можно просто как бы убрать вот эти преграды, и человек и так будет с вами. Но просто когда приходят женщины, и ты им объясняешь, и они, вылупив глаза, все равно хотят во что бы то ни стало приворот, ну, знаете, хозяин барин, хотите, сделаю, мне-то что? Но мы все-таки обязаны немножко предупредить и объяснить человеку, что будет происходить далее.
Если они согласны далее, они не представляют этого. Вот ты говоришь, а они этого не слышат. Они в какой-то своей эйфории, лишь бы это получилось, а там уже посмотрим. Они не представляют реально вот так вживую эту картину, что именно так и будет, а потом так и происходит. И начинается ходьба и просьба уже это снять. Или там я придумала, теперь мне другой нравится, а как бы от этого теперь избавиться и так далее и тому подобное. Вот прежде чем заняться приворотом, садитесь, посмотрите хорошо, изучите информацию о приворотах, что это такое. И самое главное, идите к человеку, который умеет это делать, который не наведет на него порчу, который его не убьет вот этими всякими ритуалами, приворотами. Далее, ни один настоящий практик вас не отправит ни на кладбище, ни куда-то в другое место. Но очень редко, если что-то сделать, может быть, скажет, там что-то привести, я согласна. Но чтобы ночью выходили, там что-то делали, никогда в жизни. Если вам такое сказали, этот человек не практик. Никто вас не отправит на верную смерть, потому что вы не умеете работать ни с кладбищенскими духами, ни с этими силами и со всем прочим. Всего вам хорошего, удачи.